Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как создать экран загрузки для вашей игры на Unreal Engine 5.6. Это видео является прямым продолжением видео о создании главного меню, в котором мы научились создавать это главное меню и запускать необходимый уровень. Напомню, покажу быстро, как это выглядело в прошлом видео. Мы нажимаем «Начать игру», у нас открывается уровень, и мы можем дальше играть. Минус такого способа в том, что мы используем ноду OpenLevel. Если я сейчас перейду в Blueprint уровня, мы увидим, что здесь вызывается нода, точнее не здесь, а в Blueprint виджета мы вызываем ноду OpenLevel by name, либо by reference можно использовать, и мы используем вот эту ноду. Она не является асинхронной, то есть пока она отрабатывает, у вас все ресурсы вашего компьютера, ну точнее, которые рассчитаны для выполнения этой игры вашей, уходит на то, чтобы загрузить этот уровень. Поэтому у вас могут появиться подвисания, если какой-то большой уровень загружаете. Ну и лаги, фризы и так далее. Для того, чтобы максимально оптимизировать, то есть мы будем использовать экран загрузки, на то время, пока загружается уровень, мы будем показывать какую-то картинку, анимацию видите и так далее. Поэтому тут видео будет из двух частей состоять логических. Одна из них это создание непосредственно виджета экрана загрузки и его оформление, настройка. И вторая часть это именно настройка логики загрузки уровней, то есть в каком порядке что должно происходить. Давайте начнем именно с виджета. У меня подготовлена картинка и вот такая вот картинка фоновая, вот такая вот. И картинка для анимации самой загрузки, да, вот это просто кругляшок такой с прорезью, который будет крутиться. Давайте начнем, создаем виджет, нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем User Interface и нажимаем Widget Blueprint. Выбираем User Widget, можем нажать его, назвать его как-нибудь WBP логинг, да? Ну, загрузка. Открываем его. Все стандартно. Сначала берем наш Canvas Panel, перекидываем. Далее нам нужен компонент Image. Сразу можно растянуть его на весь экран. С зажатым Ctrl нажимаем сюда, он растягивается на весь экран у вас. И выбираем картинку, перетаскиваем сюда, либо нажимаем стрелочку. Фоновая картинка у нас готова. Прям сильно к оформлению не будем здесь придираться. Кто как хочет, уже для себя каждый делает. Далее нам нужно сделать какой-нибудь текст. Сразу сделаем horizontal box, то есть чтобы у нас был текст загрузки, а справа была анимация, да, вот этот кругляшочек, который крутится. Также перетаскиваем его наверх. Сделаем его, приклеим к нижнему правому углу. Добавим отступы по единице по оси X и Y, чтобы он у нас находился вот здесь вот в правом нижнем углу всегда. И сразу же сюда добавим сначала текст в horizontal box и картинку, еще один image. В текст можем написать что-нибудь типа загрузки, да? Давайте так и напишем, логинг. Окей. Так, давайте horizontal box сразу сделаем size to content. И текст давайте немножко настроим. Ну, в принципе, особо настраивать его даже не надо, я думаю, и так будет его хорошо видно. И теперь image сюда закидываем нашу картинку. Необходимо сразу отрегулировать ей размер. 100 на 100. Вот такая вот получилась у нас такого размера картинка. Я думаю, можно даже еще чуть-чуть поменьше сделать. Ну, пускай будет 50 на 50, я думаю. Так, я думаю, вполне. Текст теперь также выровняем по центру. Ну и также можно немножко сделать небольшой отступ, да? Давайте паддинг добавим, ну, допустим, 20, да? Ну, как-то так, я думаю. Вот, ну и сам horizontal box также можно слегка отодвинуть сюда и сюда. Так. Скомпилируем, сохраним. То есть пока что у нас вот такой вот экран загрузки. Далее, чуть позже мы его еще доработаем, заставим этот кругляшок анимироваться, да, то есть чтобы он у вас обращался по часовой либо против часовой стрелки. Теперь, как непосредственно вызвать загрузку уровня другим способом, да, то есть когда мы нажимаем здесь в нашем Blueprint начать игру, то есть у нас есть вот тут кнопка во вкладке события. Кстати, в прошлом видео кто-то спрашивал, что нет этой вкладки события вот здесь. Одна из причин, которые, я предполагаю, может быть, это если вы, например, нажали
работаете не здесь, выбираете нужную кнопку, да, а вот здесь. То есть по ошибке вы могли выбрать не кнопку, а текст. И, соответственно, у нее никаких событий здесь нет встроенных. То есть надо либо здесь выбирать кнопку, да, либо прям вот так вот. И тогда вот здесь появляется событие onClicked. Она у нас уже прописана. То есть вместо того, чтобы вызывать OpenLevel, мы будем использовать streaming level. То есть мы вызываем ноду load stream level. Можно использовать также by name, либо by object reference. Давайте object reference используем. Извините, немножко вперед забежал. То есть, смотрите, если мы сейчас вызовем здесь load stream level, то есть мы сможем загрузить только тот stream level, который у нас находится здесь. Но так как у нас здесь больше ничего нет, нам, соответственно, нужно использовать другой уровень. То есть сначала мы также используем open level by name. То есть давайте я пока его отодвину сюда куда-нибудь. И оставлю, чтобы вы помнили, как было. Это можно удалить все. И здесь мы будем вызывать новый уровень. Соответственно, нам нужно создать новый уровень загрузочный. Нажимаем правой кнопкой мыши в контент-браузере и создаем загрузочный уровень. Level loading. То есть это у нас практически будет пустой уровень. Тут не смотрите, я тут кое-что делал со статик, со скелетными мешами, и у меня тут кое-что сбилось. Так, и выбираем здесь, давайте для удобства выберем не Open Level by Name, а Open Level by Reference. То есть, чтобы нам точно не ошибиться в названии, то есть мы просто можем выбрать его здесь в контент-браузере и вот таким образом вызвать загрузку этого уровня. А теперь, когда мы будем нажимать кнопку «Начать игру», у нас будет загружаться вот этот вот загрузочный уровень. Если мы его сейчас откроем, мы увидим, что он пустой, ничего в нем нет. И что мы можем сделать? Открываем вкладку Levels, если ее здесь не видно, нажимаете Window и Levels. У нас тут по умолчанию в пустом уровне есть всегда Persistent Level, постоянный. Его нельзя удалить или что-то с ним сделать, да? Мы можем добавить сюда еще один уровень. Нажимаем здесь Levels, Add Existing, то есть если у вас уже есть существующий уровень, который вы хотите в него добавить, либо новый создаете. В нашем случае я выберу тот же уровень, Level Tutorial, Open. И теперь он у нас появился в качестве подуровня. Теперь, если мы нажмем сюда вот эту кнопку, мы можем отдельно посмотреть настройки этого уровня. Нужно убрать галочки Initially Loaded и Initially Visible, то есть чтобы при запуске этого глобального уровня, Level Loading, чтобы у нас автоматически не загружался вот этот подуровень. То есть в этом смысл загрузочного уровня, что изначально он открывается пустой. И теперь компилируем. И теперь что нам нужно сделать? Открываем blueprint этого загрузочного уровня. И здесь уже в начале на Begin Play вешаем. То есть сначала что мы делаем? Мы, естественно, создаем наш виджет, вот этот, и выводим его на экран. То есть стандартная логика создания виджетов. Create widget. Add to viewport. И также нам нужно записать его в переменную, чтобы потом в дальнейшем мы могли его выключить. То есть удалить, да, remove from parent вызвать. Вот таким образом. То есть когда мы нажимаем теперь в главном меню кнопку «Начать игру», мы открываем Level Loading. Level Loading, в свою очередь, создает виджет, выводит его на экран, и у нас появляется вот такая вот картинка. Далее, что нам нужно сделать? Теперь мы вызываем сразу ноду load stream level. By object reference можно сделать. И теперь мы уже подгружаем вот этот уровень, который мы добавили сюда в качестве подуровня, да, stream level. Выбираем tutorial, level tutorial, ставим галочку обязательно make visible after load, то есть чтобы он стал видимым после загрузки. И обратите внимание, что у этой ноды есть значок часов. Это значит, что эта нода работает асинхронно, то есть здесь логика выполнится только тогда, когда эта нода полностью отработает, завершит свою работу. И только после этого мы берем нашу переменную, наш виджет, да, который мы в самом начале показали, вот этот виджет загрузки. И теперь можем его удалить с экрана. Пока что это такая самая базовая логика. Дальше я покажу некоторые нюансы, которые тоже нужно учесть. И теперь давайте попробуем открыть наш уровень main меню. Давайте я открою сейчас его. Вот у нас main меню level. Если я нажимаю начать игру, у нас сначала, видите, появляется экран загрузки.
И потом открывается тот уровень, но обратите внимание, что происходит. Мы начинаем падать. Все дело в чем? То есть если я сейчас, если я просто не выберу, точнее, в загрузочном уровне, если я не буду показывать этот виджет загрузки, вы увидите, что происходит в самом начале. Давайте снова откроем Blueprint уровня. И я просто вот эту логику пропущу, да, пока. Теперь откроем снова главное меню и запустим игру. Если я нажимаю начать игру, смотрите, персонаж появляется, но он появляется еще до того, как подгрузился уровень, соответственно, он начинает падать, так как он не стоит на каком-то твердом предмете, и продолжает падать даже после того, как у нас уровень загрузился. Для того, чтобы этого не происходило, нам нужно сделать кое-какие дополнительные действия. Снова открываем режим уровень загрузки, level loading, открываем его blueprint. И нам нужно сделать кое-какие манипуляции. То есть, во-первых, нам нужно сначала выключить перемещение игроку. То есть мы вызываем getPlayerCharacter, вызываем у него movement component и вызываем у него ноду setMovementMod. Так, я, наверное, где-то не то вызвал. Отсюда лучше сразу из персонажа вызывать. Вот, setMovement. Да, не тот компонент вытащили, нужно было Character Movement, да? То есть выбираем Set Movement Mode и ставим ему None. То есть, чтобы он не двигался, не падал. А если вы этого не сделаете, то в момент произойдет следующая проблема. То есть, когда вы загрузите уровень, даже если вы вручную перетащите персонажа в какое-то место, у него будет проигрываться анимация приземления. То есть, потому что изначально он падал в пустоте, да, пока уровень не загрузился. Потом у вас уровень загрузился, вы его перекинули в нужное место, но так как у вас подключен анимационный blueprint, у него сработает логика приземления, то есть что он падал, и вдруг оказался на твердой поверхности. И когда у вас будет игра запускаться, вы будете видеть, как будто персонаж упал, да, на землю. Если вам этого не нужно, вам нужно сделать none, то есть чтобы он просто не двигался, как бы был заморожен в воздухе, да. Потом сразу же нужно его перетащить в нужное место, куда вам надо. То есть либо вы вручную прописываете координаты, да, либо обращаетесь к player start, находите, да, его через get actors of class, там by tag можете через теги обращаться, да, если у вас будет несколько таких уровней. То есть если вам нужно будет выбирать из каких-то уровней, то конкретно нужно player start, к нему обращаетесь, берете его координаты и прописываете. То есть в моем случае я просто сделаю set actor location, set actor location, и давайте просто в нулевые координаты его затолкаем, посмотрим, как это будет выглядеть. То есть смотрите, мы отключили ему движение, перекинули его в нулевые координаты, вызвали загрузочный экран, добавляем его теперь, как положено. Начинаем подгрузку уровня. Когда уровень подгрузится, мы убираем наш виджет и не забываем вернуть движение персонажу. Выбирайте Set Movement Mode, тот, который у вас изначально. Если у вас walking, если у вас персонаж ходит, то walking. Если у вас какой-то летающий персонаж или так далее, то выбирайте Flying, в зависимости от того, какая у вас игра или сцена, да? Давайте теперь скомпилируем, сохраним. Снова откроем уровень с главным меню. И посмотрим, что у нас получается. Запускаем. Нажимаем начать игру. У нас появляется вот такой виджет загрузки. Вот у нас загрузился уровень, виджет загрузки исчез. И теперь мы можем спокойно играть дальше. Есть еще один нюанс, связанный с текстурами. Я сейчас посмотрю. Если он будет сейчас визуализироваться. Да, видно, да, что в какой-то момент, когда у нас исчезает виджет загрузки, мы видим, что текстуры не до конца еще подгружены, и через какое-то время они загружаются. Обычно, чтобы этого избежать, достаточно сделать паузу небольшую после загрузки уровня, буквально там 1-2 секунды, чтобы скрыть этот нюанс с текстурами, да. Давайте снова открываем Level Blueprint, и теперь после remove, точнее, после load стрима сделаем небольшую задержку, delay, выбираем, ну, буквально 2 секунды поставим,
И также давайте теперь виджет загрузки добавим анимацию. То есть, если не знаете, как это делать, у меня есть подробное видео по анимациям виджета. Здесь быстро в двух словах посмотрим. Открываем Windows и выбираем вкладку Animations. У нас появляется тут вкладка Animations. Вы можете создавать здесь и анимировать любые предметы, объекты, которые находятся у вас в виджете. Да? Создаем сначала пустую анимацию, назовем ее Loading. Выбираем ее. Теперь нам нужно добавить, что именно мы анимируем. В нашем случае берем наш image 51, да, можно даже его переименовать. Давайте напишем его loading, image loading, да, назовем. Теперь можем найти его здесь в списке. Далее нажимаем плюс и выбираем, ну, transform, да, то есть мы будем его просто вращать. Здесь можно либо полностью трансформу задать ключ, либо отдельно translation, rotation, scale и так далее. То есть мы будем работать именно с rotation. То есть я добавляю ключ здесь на нулевой в начале. Потом давайте через секунду сделаем ему rotation 90. Потом на второй секунде сделаем ему rotation 180. На третьей секунде ставим 270 и на четвертой 360. Почему не ставлю 0? Потому что анимация будет происходить плавно по интерполяции, и может получиться так, что если вы поставите 0, то он в последнюю вот эту секунду от 3 до 4 у вас начнет крутиться в обратную сторону, причем с утроенной скоростью, чтобы быстрее добраться до нуля, то есть в обратную сторону, да? Поэтому ставьте именно 360. И теперь на Begin Play, точнее не Begin Play, а на Event Construct вы можете выбрать нашу анимацию. Так, точнее, лучше ее искать по названию. Так, как она у нас называется? Она у нас называется Loading, да? Ищем Loading. Так, ищем вкладку Animations, Get Loading. И вызываем у нее ноду Play Animation. Вешаем это на констракт. Ставим 0. То есть, если вы здесь ставите 0, то в поле количество циклов для проигрывания, да, то она будет проигрываться бесконечно. Если вы поставите какую-то фиксированную, то она у вас просто остановится при достижении этого количества циклов. Теперь давайте снова открываем наш main меню и посмотрим, что у нас получается. Запускаем игру, нажимаем начать игру. Вот у нас проигрывается анимация загрузки. И теперь у нас загрузилось. Мы видим, да, что текстура внизу уже есть. Все хорошо отрабатывает, все нормально. Не обращать внимания на низкий FPS, а то у меня уже небольшие проблемы тут с движком. То есть мне надо почистить проект, оптимизировать его, скорее всего, даже перезагрузить систему. В целом, вот что я хотел вам показать. И, кстати, отвечу сразу на один из вопросов из предыдущего видео в комментариях. Это кто-то спрашивал о такой проблеме, что при запакованном проекте ничего не происходит при нажатии на кнопку «Начать игру». Дело в том, что, скорее всего, если вы полностью повторяли все то же самое из прошлого видео, у вас была такая же логика Open Level by Name, да, то есть мы здесь вручную писали имя уровня, но когда вы запаковываете проект, движок не знает изначально, какие вы здесь ввели имена уровней, да, и он просто не знал, что нужно включить этот уровень в запаковку проекта. То есть эта проблема решается двумя способами. Либо вы используете by object reference, тогда движок автоматически подтянет все, что у вас здесь, все уровни, которые вы где-то используете, да, в начальном уровне. То есть все, что, к чему ведет. То есть все взаимосвязанные сцены, уровни он автоматически распознает и подгрузит. Если вы используете все-таки by name, то вам нужно вручную указать движку, что этот уровень тоже нужно включить в сборку. Нажимаете Edit, Project Settings, ищите вкладку Project, в ней вкладка Packaging, упаковка. Далее спускаетесь пониже и находите такую вкладку, как, давайте сейчас найду ее. Так, это у нас, сейчас найдем ее. Тут где-то есть вкладка, я все время сам тоже ее долго ищу. Вот эта вкладка List of Maps to include in the package build. Да? То есть здесь нажимаете плюсик и выбираете конкретно уровень, который вам нужно дополнительно подгрузить. То есть здесь заходите во вкладку Content,
То есть это аналогично вашей вкладке контент, контент-браузере. Находите уровень, который вы нашли здесь, точнее, который вы используете, загружаете не по ссылке, а по названию. Да? Допустим, вот level tutorial. Нажимаете «Открыть», он появляется у вас здесь в списке. Все точно так же делаете для каждого уровня, который нужно дополнительно включить в сборку проекта. И тогда при запаковке проекта он включится в запаковку, и вы сможете спокойно использовать такой вот подход, который использовался в прошлом видео. Если вы не хотите заморачиваться с этим, то используйте прямые ссылки, то есть чтобы не писать именно вручную имя уровня, а можете использовать by reference, by object reference. Тогда вы просто не сможете физически выбрать не тот уровень, либо опечататься в его названии, да, то есть вы выберете только тот, который у вас явно существует. В общем и целом здесь все. Конечно же, на экран загрузки вы можете добавить все, что угодно, картинку, анимацию, видео и так далее. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, это поможет для продвижения видео. А также в комментариях есть ссылки на телеграм-канал, Boosty, если хотите поддержать, на Patreon, что маловероятно, но тоже может быть. Также есть ссылка на Blender Market, бывший сейчас называется Superhive. Там есть продукты, которыми я занимаюсь, разрабатываю, выкладываю. Если вам интересно, заходите, смотрите, скачивайте, пишите комментарии, ставьте лайки. И до встречи в следующих видео.